Любопытно, но даже в наши дни ученые до сих пор спорят о том, что же такое Арктика. Обычно так называют территории вокруг Северного полюса Земли, которые расположены аж на двух материках – Евразии и Северной Америки, и охватывают почти все побережье Северного Ледовитого океана, его острова и северные регионы Тихого и Атлантического океанов. При этом даже в научной среде нет согласия насчет границы арктического региона. Большинство ученых проводит ее по южной границе тундры. Если считать так, то площадь Арктики достигает 27 миллионов квадратных километров, то есть втрое больше площади США. Еще больше путаницы вызывает вопрос, что же считать крайним севером, русским севером и Заполярьем. Тем более, что понятие «север» в России не всегда относится к географии. Нередко оно связано с историей или даже экономикой. Но прежде чем мы вместе с вами начнем разбираться, что из этого является обозначением территорий, а что является обозначением из культурной сферы, не забудьте подписаться на канал Ямал-Медиа. Здесь вы найдете немало интересных материалов о жизни Крайнего Севера, жизни кочевников и лениводов и загадок планеты Земля. Ссылка в описании к ролику, а мы начинаем. Итак, самое размытое понятие «русский север». Когда говорят о нем, как правило, имеют в виду культуру и историю. Изначально оно появилось в конце XIX века в записях архангельского губернатора для обозначения общей культуры людей, живущих на северо-западе России. А затем распространилось сначала в литературе, а потом и в научных исследованиях. Жители русского севера и правда объединены общим образом жизни. Они очень берегут старые традиции и имеют похожий говор – окают. Кроме того, у них похожая кухня, в основе которой простые и питательные блюда из рыбы. Похожи у них и исконные ремесла, основанные на обработке кожи и меха, охоте и рыболовстве. Многие из русских северян – поморы или их потомки. Территориально живут они по берегам Баренцева и Белого морей, а также реки Северная Двина. Границы русского севера не всегда совпадают с административными границами российских регионов. Частично они включают в себя Архангельскую, Мурманскую, Ярославскую, Кировскую, Ленинградскую области, но не сам город Санкт-Петербург. А еще республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ. Полностью к русскому северу относится Вологодская область, и именно город Вологда считается его душой. А какие книги и фильмы про русский север вы знаете? Расскажите о них в комментариях, мы с удовольствием узнаем ваше мнение. Впрочем, говоря о конкретной географии, мы вплотную переходим к следующему понятию – крайний север. Оно появилось в СССР в 1930-х годах для обозначения районов с тяжелыми условиями для жизни. Главный критерий – труднодоступность, отсутствие круглогодичной связи с другими районами. А еще здесь вечная мерзлота, неплодородные почвы и долгие зимы. К таким районам относятся территории за полярным кругом, Дальний Восток, часть Урала, некоторые районы Южной Сибири. И хотя географически они не на севере, к территориям Крайнего Севера они приравнены на законодательном уровне. Получается, что вместе с ними Крайний Север занимает примерно 70% всей страны. Еще один вопрос. Кто там живет? Первый ответ, который приходит в голову – на Крайнем Севере живут коренные народы Крайнего Севера. Да, когда-то так и было. В 17 и даже 18 веках на севере жили именно коренные народы. Но сегодня не так просто разделить население Севера на коренных и приезжих. Дело в том, что границы между этими группами подвижны, а еще приезжие часто становятся постоянным населением. В 60-х годах прошлого века был настоящий бум в освоении северных территорий. Люди приезжали за романтикой и деньгами на короткие сроки и оставались навсегда. Их дети потом частенько разъезжались в центральные области СССР получать образование, а внуки снова возвращались. До сих пор нет четкого понимания, кем же считать это третье поколение северян. За неимением лучшего слова их часто называют просто местными. Такие процессы происходили на севере и в прошлом. Например, на южном побережье Чукотки в 19 и 20 веках стояли чукотские поселки. А лет за 200 до этого здесь жили только эскимосы. Получается, что чукчи не коренное население юга Чукотки? Нет, конечно. Это просто значит, что термин «коренные» недостаточно точно описывает ситуацию. Кроме того, даже в тех случаях, когда удается отделить коренных от приезжих, между ними всегда обнаруживаются промежуточные звенья. Это группы с собственной культурой, часто говорящие на смешанном языке, в котором сплелись элементы русских говоров и языков окружающего населения.
якутского, чукотского и тельменского, юкагирского. Таковы, например, камчедалы на Камчатке, или индигирщики в устье реки Индигирки, или пахотчане, живущие в поселке Пахотск в устье реки Колымы, или марковцы в поселке Марково на реке Анадырь на Чукотке. Все они потомки русских, которые переселились на север в конце 18-го, начале 19 веков. Но даже с такими коренными переселенцами на Крайнем Севере, несмотря на огромную территорию, живут менее 12 миллионов россиян. То есть всего 7% населения страны. И это при том, что для них предусмотрены специальные меры поддержки. К ним относятся районный коэффициент и северная надбавка за стаж, дополнительные дни отпуска, оплата проезда к месту отпуска раз в 2 года, выплаты при переезде по работе в районы Крайнего Севера. А вот под Заполярьем имеются в виду именно те районы, которые находятся севернее полярного круга. Среди них территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, север Красноярского края. Сюда же относится множество островов в Северном Ледовитом океане, на некоторых из которых никогда не жили люди. Именно здесь проходит Северный морской путь, кратчайшая дорога между Европой и Азией по Северному Ледовитому океану. Кстати, если тебе интересно больше узнать об этой удивительной транспортной артерии, напиши об этом в комментариях, и мы обязательно расскажем о том, какие суда и как здесь ходят. А еще тут имеются богатые запасы пресной воды и полезных ископаемых. Свои полярные владения, помимо России, имеют США, Норвегия, Канада и Дания. Верхняя граница проходит по Северному полюсу, а размеры секторов и права на акватории регулируются международными конвенциями. Кроме того, в начале 2000-х в России ввели понятие «арктическая зона». Это особая экономическая зона, где для инвесторов действуют определенные льготы. И в нее, помимо непосредственно Заполярья, входят и территории южнее полярного круга, например, город Архангельск. Кстати, именно этот город долгое время претендовал на роль арктической столицы России. За это звание город боролся с Мурманском. Неофициальным, но вполне очевидным призом в этом состязании было право проведения международных форумов по вопросам освоения, использования и развития Арктики. В общем зачете Архангельск уверенно лидировал и анонсировал проведение очередного форума в апреле 2019 года на своей площадке. Но в январе форум довольно неожиданно сменил прописку и вот уже несколько лет проходит в Санкт-Петербурге. Самое интересное, что в нашей стране есть территории, которые относятся сразу ко всем этим понятиям. Это места, которые находятся за полярным кругом, в отдаленных районах, где сохраняются старые русские традиции. Например, старинные села Осино и Великовисочное в заполярном районе Ненецкого автономного округа, основанные в XVI веке. В Мурманской области это села Умба и Варзуга, основанные в середине XV века. А еще в Заполярье находится крупнейший на нашем континенте заповедник – Большой Арктический. Он занимает аж 41 692 квадратных километра, то есть его площадь примерно равна всей Швейцарии. Он принадлежит, разумеется, России, только наша страна может выделить такую территорию под заповедник. А какие удивительные факты о Севере кажутся самыми интересными вам? Расскажите о том, хотите ли вы побывать или уже побывали на этих территориях, что вас поразило и удивило. А еще не забудьте предложить свои темы для наших новых выпусков, мы обязательно выберем самые интересные из них. Ну и, конечно же, поставьте лайк, если это видео вам понравилось, и активируйте колокольчик. С вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!